Гаврик, известный как деревенский кот, стал символом верности и гордости, как его собрат Хатико, и его история не менее трогательна. Иваныч, его хозяин, прозвал кота Гаврошем, вдохновленный книгой о героическом мальчике на баррикадах. Так началась неразлучная дружба между ними, сопровождавшаяся заботой и любовью. Гаврик был прекрасно ухоженным и красивым котом. Он любил молоко, которое Иваныч регулярно покупал прямо с фермы, и получал рыбку из сельского магазина. Они были окружены уважением со стороны соседей, которые ценили их связь. Однако настали трудные времена для Гаврика. Иванычу пришлось отправиться в больницу, и старик заранее подготовился, оставив соседям ключи от дома, запасы еды и инструкции о том, как заботиться о Гаврике. Они прощались с обещанием встретиться снова, и Гаврик, несмотря на свою грусть, должен был оставаться верным и ждать хозяина. Гаврик продолжал жить у дома, отказываясь от еды и постоянно сидя у дороги. Он не хотел возвращаться без Иваныча. В конце концов, Александр Степаныч, бывший сосед и друг Иваныча, решил взять Гаврика к себе и ухаживать за ним. Он доставил кота в больницу, скрывая его в сумке, чтобы пронести его в палату. Иваныч был тронут и плакал, обнимая своего верного друга, прося его быть послушным и ждать его возвращения. Время шло, и Гаврик продолжал каждый день приходить к своему родному дому, ожидая приезда автобуса с Иванычем. Он стал символом надежды и веры, что хозяин обязательно вернется. Но прошло много времени, и операция Иваныча оказалась неудачной. Соседи беспокоились, ведь возраст был не на стороне Иваныча. Однако, Гаврик не сдавался и продолжал ждать своего хозяина. Он стал неразлучным спутником, никогда не отходящим от дома. В день операции Иваныча произошло нечто удивительное. Гаврик, обычно активный и беспокойный, на этот раз странно повел себя. Он не бегал от дороги к дому и обратно, не проявлял свою обычную радость. Вместо этого, он улегся на крыльце и заснул. Это смутило соседей, и некоторые даже почувствовали зловещий знак. Они не могли понять, что происходит с Гавриком. Вскоре Александр Степанович сообщил соседям, что Иваныча выписали из больницы и он уже находится в специальной машине, направляющейся домой. Гаврик встрепенулся. Все соседи собрались на улице, чтобы увидеть воссоединение. Когда двери машины начали открываться, Гаврик уже был рядом. Иваныч вышел, обнимая кота за шею, и оба начали плакать. Были это слезы радости и счастья. В тот момент Гаврик перестал быть просто котом, он стал символом преданности и любви. Соседи также не смогли сдержать слезы, наблюдая за этим трогательным воссоединением. В этот момент они видели не просто кота, а истинного друга, который ожидал своего хозяина все это время. Иваныч и Гаврик провели оставшееся время вместе, неразлучные и счастливые. Гаврик стал символом верности и преданности, несмотря на свою простую сельскую природу. История деревенского кота, подобно истории Хатико, напоминает нам о силе любви и верности, которые затрагивают наши сердца и вдохновляют наши души. Если вам понравилась история, подпишитесь на канал. Всем добра, любите животных.